Сегодня мы поговорим еще об одном замечательном венгерском городе – о Сегеде. Этот город расположен в 160 километрах от Будапешта, недалеко от границы с Сербией. На мой взгляд, это второй по красоте город в Венгрии, хотя некоторые могут не соглашаться со мной, говорят, что Печ красивый, но, на мой взгляд, именно Сегед. Люди очень давно жили на месте современного Сегеда. Римское название этого города было Партискум. Есть мнение, что рядом с Сегедом, современным Сегедом, находилась резиденция вождя гуннов Аттилы. Во время монгольского нашествия в XIII веке город был полностью разрушен и разграблен, однако уже в XIV веке это стал одним из крупнейших городов Южной Венгрии. XVIII век был временем расцвета Сегеда. Город быстро рос, орден пиаров открыл в Сегеде академию. В 1720 году город насчитывал 193 владения, 99 из которых принадлежали сербской диаспоре. Ну, понятно, что город и сейчас имеет очень тесные связи с Сербией. То есть, немалое количество жителей Сегеда – это сербы. Это Сегедский университет, а это всякие там ученые там двигаются. Вообще шикарный, огромный университет, который вокруг на площади с Домским собором Сегеда. А вот здесь в галереях различные ученые, цвет венгерской научной и культурной жизни. И вот в этих галереях им бюсты установлены. Типа основатели университета 1500, и основатель Фьоишкола, то есть это высшей школы Бертон Габор, а второй университета, а второй Батури Иштван, да. И вот так, мама, привет. И вот такие, да, видишь, это ученый, а это как двери биохимик. Двери в факультеты. Ну, допустим, Орваш – это врачебный химический факультет. И вот там мы видели физический, микробиология. Вот Сен-Георги Альберт, который открыл вообще витамин С в паприке. Да, Нобелевский лауреат. В XIX веке город сыграл важную роль в венгерской революции 1848-49 годов. После поражения восставших в 849-м здесь находился комитет обороны венгерского правительства, революционного правительства. Здесь же Кошут Лаеш, это руководитель Венгерии. Во второй половине XIX века начала развиваться промышленность, главным образом пищевая. В 854 году была построена железная дорога до Сегеда. А в 1869 году открыта колбасная фабрика «Пик». «Пик» до сих пор очень популярны с солями. Первые упоминания о Сегеде
были в 1183 году. А в 1246 году король Белла предоставил Сегеду статус города. Причем это был статус королевского города, такой же, как у Буды и у Секеш-Фехервара. То есть этот город платил ежегодно определенную сумму, и эта сумма была самая большая в Венгрии на тот момент. В 1525-1526 годах через Сегед прошла турецкая армия и полностью его разграбила. Но уже через 20 лет, в 1543 году, Сулейман I восстановил замок и укрепления. Еще Сегед сыграл важную роль в революции 1849 года. Это была революция против правления Габсбургов, но впоследствии была подавлена, в том числе с участием русских казачьих войск под управлением генерала Паскевича. В 1849 году в Сегеде в свою последнюю речь сказал Кошут Лавиш, это руководитель вот этого революционного движения. Фактически после этого можно считать, что революция была разгромлена. XIX век стал для Сегеда веком бурного развития. В том числе открылась до сих пор знаменитая фабрика ПИК. Это производство салями. Очень популярная, практически в любом венгерском магазине есть отдел, где продаются салями ПИК. Большая трагедия для Сегеда случилась в 1879 году, когда прорвало плотину на реке Тиса, и было из 5200 строений, которые на тот момент существовали в Сегеде, осталось только 265. Погибло около 170 человек. После Франц Иосиф, это император Австро-Венгерской империи, принял специальную программу по восстановлению Сегеда, и было дано указание сделать город еще более привлекательным, чем он был ранее. В 1918-1920 годах Сегед находился под оккупацией французской армии после Первой мировой войны. В то же время в Венгрии произошла советская революция, и была тоже Красная армия венгерская, и как бы Сегед стал центром контрреволюционного правительства. Сюда бежали все, кто не хотел быть связан с венгерской Красной армией. Опираясь на них, Миклош Хорти начал свою борьбу за приход к власти. Миклош Хорти впоследствии почти 20 лет почти 30 лет был авторитарным руководителем Венгрии до 1944 года. Сегед известен своим университетом. Это огромное учебное заведение, около 30 тысяч студентов. Он объединил несколько университетов, и медицинский, и гуманитарный. Юридическим предшественником его был иезуитский колледж, который был основан в 1581 году Иштваном Батори. Но основан был он в Румынии, в городе Клуж-Напока. Но после того, как в то время еще эта часть Румынии принадлежала Венгрии, потому что Трансильвания была территорией Венгрии, но после Трианона, после 1918 года, это была территория отторгнута от Венгрии, и в результате университет переехал в Сегед. Ну, еще что бы хотелось добавить про Сегед, это, безусловно, город, который надо посетить. То есть вы получите реально удовольствие.
Шикарная архитектура. Город фактически отстроен в конце 19 века, его историческая часть после наводнений. И все в таком барочном стиле. Например, очень красивая синагога в стиле арт-нуво. Только ради нее стоит приехать, посмотреть это архитектурное произведение искусства. В общем, рекомендую. Съездить не пожалеете. Всем привет.